Вся печаль в том, что сколько бы мы ни загадывали желания, сколько бы мы себе там не визуализировали, не манифестировали, не проговаривали аффирмации, не сидели в медитациях, ничего из этого не будет работать, пока мы не уберем коренные убеждения, негативные ограничивающие убеждения о себе, о том, кто мы, какие мы и какой мир. Невозможно стать богатой, изобильной, красивой женщиной, если в глубине души сидит убеждение о том, что да я стрёмная, я страшная, я никчемная, у меня никогда ничего не получается, я нищая, бедная, несчастная женщина. Но не получится так. Поэтому всем нужно работать со своими ограничивающими убеждениями. И если мы посмотрим на гуру, которые говорят о том, что медитации работают, аффирмации работают, визуализация, просто манифестируйте, заявляйте о своем желании Вселенной. Все эти гуру, они либо ходили долго к психологу, психотерапевту, либо еще и продолжают это делать и работают со своими убеждениями. Поэтому у них легко и получается. И у каждого из вас тоже получится легко и быстро, неважно, что вы будете использовать для достижения своих целей и реализации желаний, все это сработает, когда измените свои ограничивающие негативные убеждения. И сейчас я расскажу, как это сделать. Всех приветствую! На связи Анна Милошенко, психолог-арт-коуч. Сегодня видео про ограничивающие убеждения. Кратенько пробежимся, откуда берутся, как их выявить все, как их трансформировать в расширяющие новые убеждения, которые позволят вам получать от жизни то, что вы хотите. Прежде всего записываю это видео для моих девчонок из клуба без ограничений, чтобы еще больше замотивировать, настроить на работу со своими убеждениями и больше показать, как это все работает, какой механизм трансформации наших убеждений. У меня здесь ноутбук, я буду в него подсматривать и показывать вам мой экран, ту презентацию, которую я подготовила. Начнем с того, зачем вообще тратить время, бороться со своими убеждениями, что-то с ними делать, напрягаться лишний раз. Понятно, что никому не хочется этим заниматься. Моя задача сейчас убедить вам в том, что это необходимо каждому. Наши убеждения о себе, о мире, все то, что мы думаем о том, какие мы и как устроен этот мир, все это проецируется и формирует нашу реальность. Этому уже есть научные доказательства. Я даже сделала 2 мотивационные картинки. Первая говорит о том, что реальность отражение нашего сознания — это как раз есть наши мысли и убеждения. Если мы хотим поменять реальность, нужно прежде всего менять сознание. Как всегда, начинать с себя. И вторая картинка: мы всегда получаем не то, что мы хотим, а то, во что верим. Иногда нам кажется, что мы верим в прекрасное, доброе, светлое. Но если мы видим в нашей жизни противоположность, значит, нужно честно себе признаться, что оказывается, я верю совсем в другое. Где-то в глубине души надо туда пойти, покопаться и найти. А что же я действительно верю, раз в моей жизни реальность показывает не то. Всем, кому интересно, как это работает, почему наши мысли, наши убеждения, все, что мы проговариваем внутри себя, все, что мы ожидаем, почему это отражается в нашей реальности. И реальность — это и есть зеркало всего того, что есть в нашем сознании. Можете поисследовать ретикулярную формацию, как это работает именно как фильтр. У меня есть короткое видео о фокусе внимания, тоже рекомендую. Ну и, конечно, квантовая физика. Всем рекомендую хотя бы поверхностно, но погрузиться в тему квантовой физики, о том, к чему пришли ученые, что доказали исследования. И главное из них говорит нам о том, что наблюдатель влияет на исход наблюдаемого. То есть наблюдатель влияет на то, что он наблюдает своим сознанием, своими ожиданиями. Даже ученые во время проведения своих экспериментов подтвердили, что исход, результат эксперимента зависит от наблюдателя, от того исследователя, который наблюдал за ходом этого эксперимента. И результаты одного и того же исследования у разных исследователей, у разных ученых были разные, потому что убеждения у этих исследователей и то, что они ожидали от этого исследования, тоже было разным. Поэтому научный факт, уже доказанный, который говорит нам о том, что мы влияем на нашу реальность. Вернее, наши ожидания, мысли, убеждения, все это и формирует нашу реальность. Все то, что мы думаем о себе, о мире, о других людях, о событиях, все то, из чего соткано наше сознание, оно как раз и отражается в реальности. Мы просто создаем своим сознанием, всем тем, что есть в нашем сознании, всем этим мы формируем реальные события своей жизни. И от этого уже никак не отвертеться. Доказали. Ученые. Светлые умы человечества. Поэтому, друзья, как бы ни хотелось, но уже не отвертеться. Приходится признавать, что все, что есть в нашей жизни, мы источник. Мы все это создали сами.
Иногда очень больно это признавать, да, потому что в жизни многих из нас есть такие вещи, на которые смотреть вообще не хочется. И уж тем более сказать о том, что это я сам захотел, чтобы у меня было так. Но факт есть факт. Но хорошая новость в том, что если мы своими мыслями, своими убеждениями и ожиданиями умеем создавать говно в нашей жизни, то с таким же успехом мы можем создавать противоположное. Счастье, изобилие, радость и наслаждение каждым днем, в том числе и здоровье. Идем дальше. Опять же, кратенько, откуда берутся негативные убеждения? Основных варианта два. Это убеждения нашего окружения, то, что мы слышим от других людей, особенно с детства, то, что нам говорили люди, которые нас воспитывали. И второй вариант – это травматичные ситуации, чаще всего из детства. И таким образом все эти убеждения, и те, которые мы подслушали, переняли от других, и те, которые мы сами получили в процессе жизни травматичных ситуаций, все это формирует систему наших убеждений, которая подтверждается в нашей реальности, в нашей взрослой жизни. Привожу пример детской травмы. Маленькая девочка в детском садике вышла на сцену на утреннике рассказать стих и забыла. Какие возможные убеждения, которые сформируются у этой девочки и потом уже во взрослой жизни постоянно будут подтверждаться до тех пор, пока взрослая девочка их не трансформирует во что-то позитивное для себя. Так вот, возможные варианты. Я никчемная. У меня никогда ничего не получается. Я глупая. Я всегда всех подвожу. Особенно если она в этот момент увидела разочарованные взгляды воспитателей и родителей, то все это на всю жизнь, что я только всех позорю, ничего хорошего от меня нет. Ну и, конечно же, выступление — это не мое. Все люди, которые боятся сцены, которые избегают выступлений на публике, у большинства, практически в 90% случаев, корень лежит в том, что вот когда-то был эпизод, когда ребенок хотел что-то сказать, выразить себя, и либо помешали, либо заткнули, либо споткнулся. И вот убеждение с детства, что выступление вообще не для меня. Я не умею, мне не получается, не мое это. Нет у меня способности к этому и таланта. И эти убеждения потом начинают триггериться, влиять на все сферы уже взрослого человека. Сейчас не буду останавливаться на том, как работаем с детской травмой. Есть техники, инструменты, эффективно, быстро с этим справляются, поэтому переходим дальше. Моя задача все-таки рассказать про убеждения, как трансформировать их. Классическая схема работы с ограничивающими убеждениями. Схема, которая опробована многими психологами, многими людьми, я сама по ней всегда работаю. Она себя зарекомендовала и самая эффективная. Наверное, единственная, которая в психологии действительно работает. Она содержит 5 пунктов. Я с вами еще поделюсь дополнительно в конце этого видео. Первое. Найти ограничивающее убеждение. Второе. Определить и выписать выгоды от его наличия. Потому что если убеждение есть, оно сформировано не просто так. Наша психика мудрая, и все, что есть в нас, все играет свою роль, и все нужно для чего-то. У всего есть позитивное намерение. Поэтому любое убеждение, которое когда-то сформировалось, пусть даже на основе травмы детства, призвано нас от чего-то защищать. И стоит только это понять, от чего оно вас защищает, и прийти к тому, что сейчас-то защита не нужна, уже одного этого осознания бывает достаточно, чтобы начинать трансформировать свое убеждение, его растворять из-за отсутствия его необходимости. Еще хочу подчеркнуть, что важно именно выписывать. Потому что когда вы все это где-то на уровне мысли продумали, сознание не относится к этому серьезно. Как только вы начали что-то записывать на бумаге, а вот здесь уже включается и осознанность, и серьезность ваших намерений. Это примерно как вы пообещали позвонить кому-то, я тебе завтра позвоню. Или вас попросили сесть, записать то, что вы позвоните завтра, еще и подпись поставить. Вот здесь уровень серьезности и ответственности совсем другой. Поэтому все выписывать на бумагу, чтобы сознание понимало, что сейчас происходит что-то важное. Этому нужно уделить внимание. Пункт 3. Выписать негативы, что вы теряете из-за этого убеждения. Это тоже важный этап, чтобы сознанию показать, смотри, чего нас лишает это убеждение. Опять же, чтобы хотя бы наш мозг начал понимать, что ничего себе, сколько мы недополучаем из-за того, что у нас есть такие мысли. Поэтому следующий пункт — сформулировать новое позитивное убеждение в противовес тому, которое было. То есть, а как я хочу, чтобы было? Теперь я во что хочу верить? Что я хочу, чтобы подтверждалось в моей реальности? Какая мысль, какое мнение, какое убеждение, какая установка? Что я хочу вместо того старого, что не работает?
что не дает мне тех результатов, которые я хочу. И пятое, опять же, важно выписать подтверждение нового убеждения. Это тоже очень важный этап, причем важно не просто выписать за один раз, а продолжать вести эту работу, конечно, лучше, если ежедневно. То есть постоянно подкреплять себя, свое сознание подтверждениями своего нового убеждения. Например, если женщина считает себя страшненькой, и убеждение есть, что я страшненькая. Новое убеждение «я красавица». Как работает фокус внимания? Пока женщина живет с убеждением «я страшненькая», фокус внимания из миллиона событий, из тысячи сигналов, знаков и всего, что происходит в реальности, будет выхватывать, акцентировать и подсвечивать только те, которые подтверждают, что я страшненькая. Например, женщина вышла в красивом платье, идет на работу, 20 человек посмотрели, чуть ли не со слюной стекающей, да, по челюсти, восхищенно. 21-й один прошел, взглянул как-то небрежно, и все. Фокус внимания увидел только вот этого одного. 20 просто отсек. Так работает. Если женщина считает, что она страшненькая, она будет замечать только подтверждение именно этого ее убеждения. Сколько бы ей ни говорили, что она красотка, фокус внимания будет это вообще игнорировать. Или когда ей будут про это говорить, она не будет в это верить и быстро забывать. Но стоит кому-то сказать какую-то гадость или косо взглянуть, все. Вот на этом как раз и будет полный акцент. Может день, неделю думать только о том единственном случае, когда кто-то подтвердил, что она страшненькая. Поэтому, когда вы в 5-м пункте выписываете подтверждение своего нового убеждения, например, в случае с этой женщиной, что «я красавица», вы эти подтверждения найдете. Вы вспомните, что в прошлом были эпизоды. Возможно, вспомните даже тот случай, про который я говорю, когда вы шли в красивом платье, и оказывается, что было 20 человек с восхищенными взглядами. Были комплименты, оказывается, на работе. Были какие-то мужчины, которые с вами в этот день пытались познакомиться. Но вы все это пропустили. Но когда начинаете выписывать, вы вспомните много-много случаев, которые подтверждают ваше новое убеждение. Просто в прошлом этого убеждения не было, и вы не замечали то, чтобы его подтверждал. Но сейчас, когда вы хотите трансформировать свое убеждение «я страшненькая» на новое, позитивное, расширяющее, например, «я красавица», мало того, что вы вспомните эпизоды из прошлого, вы еще и в вашем сейчас и будущем начнете больше, чаще замечать подтверждение именно вашего нового убеждения о том, что вы красавица. И, девчонки, из клуба без ограничений, у нас с вами есть один секретный пункт, запускающий опровержение. В чем плюс этого пункта? Когда вы начинаете опровергать ваши убеждения, мозг понимает, что и ведь действительно я был неправ. Это убеждение, это не истина. Вот в этом уязвимом состоянии мозга, когда он в легкой растерянности, понимает, что был неправ. Это неправда, то, во что верили столько лет, и все совсем по-другому. Вот на это уязвленное состояние, когда мозг в растерянности, очень легко как раз внедрять, интегрировать новые убеждения. Потому что когда мозг в чем-то уверен, там сложно его пробить. А когда он начал сомневаться и понимает, что, то, во что я верил, это все ерунда. Вот как раз на это состояние, в полной его неуверенности и растерянности, легко засадить семена своих новых убеждений. Поэтому ни в коем случае этот пункт не пропускайте. И что главное в схеме, классической схеме работы с убеждениями, это отмечать и постоянно записывать подтверждение своего нового убеждения из последнего пункта. И это единственный способ поменять ваши старые убеждения. Это тяжело, это занимает много времени, да, но какие результаты зато будут? Здесь требуется много осознанности. Каждый раз отслеживать свое старое убеждение, оно будет возникать, будет выпрыгивать, потому что оно так просто не будет сдаваться. И важно усилием своего сознания, усилием воли здесь же его менять. И здесь главное не гнобить себя за то, что, опять я скатилась, опять я думаю, как прежде. Важно просто мягко сместить фокус на новое. Сейчас покажу, как это работает. Как с тропинкой. Когда она протоптанная, широкая, такая утрамбованная, это вот и есть ваше старое убеждение, все по нему ходят туда-сюда.
И ходить-то по нему легко, широкая дорога. И чтобы сформировать новую дорожку, новое убеждение, нужно потихоньку каждый день ее протаптывать. Вот на рисунке, где мальчик или это девочка, в общем, на рисунке, где кто-то идет, малыш, это вот и есть маленькая тропиночка, которую только-только начинают протаптывать. И чем чаще вы будете ходить по своей новой тропиночке, проговаривать, использовать, вспоминать свое новое убеждение, тем старая тропинка будет зарастать. Все, что не тренируется, то атрофируется. Тропинки, по которым не ходят, они со временем зарастают. Так у нас работает и нейронная связь. Та нейронная цепочка, которую мы не тормошим, она разрушается. Та, по которой мы постоянно ездим, так скажем, она укрепляется. Так и с вашими новыми убеждениями. Чем чаще вы по ним ходите, как по тропинке, тем крепче, плотнее становится и сильнее. Поэтому ваша задача, как только поймали себя на мысли, старые мысли, негативные мысли о себе, о том убеждении, от которого хотите избавиться, мягко смещаете фокус на новое убеждение, находите подтверждение, смотрите на свой инсайт-лист с теми подтверждениями, которые уже нашли. Да, требует времени, требует внимания, требует внутреннего контроля, постоянно отслеживать, менять фокус, внедрять в себя, постоянно повторять, напоминать себе о новом убеждении, но по-другому не работает. Только через осознанность, через внимание, через усердие, дисциплину и удержание фокуса на новом убеждении. Зато какие будут плоды. Хочу вернуться на секунду к первому пункту классической схемы работы с убеждениями. Найти ограничивающие убеждения. Как это сделать? Самый простой способ — посмотреть на свою жизнь. Вот прямо сейчас оторвитесь от видео, посмотрите, что вас окружает, где вы живете, как вы живете, с кем вы живете. Все, что есть в вашей жизни, это все подтверждение ваших мыслей и убеждений о себе и о мире. Если вы видите, что это вообще не то, что я хочу, нужно как раз докопаться, а какие убеждения создали вашу реальность, которая вам не нравится. Из этого идет второй пункт. Как определить свои негативные ограничивающие убеждения. Прислушаться к себе. Какие мысли чаще всего крутятся у вас в голове? Что вы в течение дня думаете о себе? Чего вы ожидаете? Во что вы верите о том, какая вы или какой вы? Во что вы верите о других людях? О том, как устроен мир? Это и будут ваши убеждения. И чтобы выявить свои ограничивающие убеждения, в том числе и неосознаваемые на уровне подсознания, делюсь с вами своей статьей 7 способами, как выявить абсолютно все убеждения, которые вас ограничивают и не дают жить жизнью мечты. Плюсы и минусы классической схемы. Она работает, это главный плюс. Минус в том, что долго. Например, если вы каждый день записываете подтверждение вашего ограничивающего убеждения. Это все сработает, но времени потребуется дольше, чем если бы вы работали комплексно над проблемой. Потому что, сейчас поясню на примере техник клуба без ограничений. Почему я вообще создала эту систему? Потому что на себе проверила, на своих клиентах, что просто классическая схема, она работает, но реально долго и трудоемко. Поэтому если убеждение сформировалось благодаря какому-то травматичному опыту из детства, то мы исцеляем эту травму. Потому что травма закапсулированная, непроработанная, неисцеленная, она так и остается замороженная, и она там вот как радиомаячок постоянно триггерит, и тем самым привлекает события в жизни, которые подтверждают эту травму. Поэтому мы ее исцеляем, перерабатываем и отпускаем. И после этого уже можно как раз трансформировать свое убеждение, потому что нет триггера, который постоянно ее запускает. Понятно, что убеждение уже успело прорасти в разные сферы, но благодаря трансформации, работе с ним, фокус на новом убеждении, все получится поменять. И для более эффективного, легкого процесса трансформации ограничивающих убеждений я дополнила классическую схему еще 5 пунктами. Первый — это выгрузка негатива через ДПДГ, потому что все вот эти наши негативные ситуации, негативные привязки, они все там, не там, они все в психике остаются. И через ДПДГ, почему именно ДПДГ? Потому что очень легко вычистить все вот это вот из подсознания. Все эти привязки, которые остались, все эти негативы, которые там где-то зарыты, их нужно раскопать и зачистить. ДПДГ с этим прекрасно справляется. Конечно же, классическая схема, плюс один секретный вопрос, который
заставляет мозг усомниться в том, что, боже, зачем мы в это верили, это же неправда. Плюс еще ДПДГ на 2 и 5 минут, как и классический ДПДГ, зачищает негатив, плюс во время, получается, когда следите за шариком, вот это легкое трансовое состояние, его очень легко использовать, чтобы загрузить нужное убеждение. Потому что в обычном состоянии там куча мыслей мельтешит: о боже, там в садик надо позвонить, ребенка забрать, а еще постирать, а огурцы забыла купить. И вот этот вот хаос, он не дает легко внедрить нужное убеждение. А когда вы смотрите на шарик, впадаете в легкий транс, и вот здесь-то как раз, пользуясь ситуацией, легко посадить семя вашего нового убеждения. Здесь ничего не мешает, нет вот этого мельтешения, хаоса из кучи мыслей. Четвертое — это у нас аудиосессия с субличностью или со своим внутренним ребенком. Это как раз напрямую общение со своим подсознанием, с той частью психики, которая верит, которая держится за старое убеждение, потому что есть выгоды. Эта часть психики, субличность или внутренний ребенок, они держатся за это мнение о себе или о мире, потому что это механизм защиты от чего-то. Да, может быть, защищаться уже не нужно, но механизм остался. И пока вы не пообщаетесь со своей субличностью или с внутренним ребенком и не выясните, почему держится, чего на самом деле хочет, как вы можете помочь ему и как эта часть, эта субличность может помочь сейчас вам, чтобы вы получили ту жизнь, к которой стремитесь. Вот именно через это общение, через образы, понятно, что субличность — это образ, вы как раз выходите напрямую на контакт со своим подсознанием и выясняете, что уже сейчас вы можете сделать, чтобы изменить ситуацию. И в процессе этого общения вы понимаете, что ваши реакции, это убеждение — это не какой-то мифический персонаж, рок, злая судьба, а это реальный образ, у которого есть повод, чтобы так думать. И в процессе аудиосессии вы выясняете, от чего защищает, объясняете, что это больше не нужно, а что ты хочешь взамен. И в итоге запускаете процесс самоисцеления. Потому что наше и тело, и психика, мы так устроены, что в нас заложены процессы самоисцеления. И наше тело, оно само себя чинит. И психика сама себя чинит, если мы ей не мешаем, если мы не поддерживаем наши негативные мысли, негативные эмоции и те убеждения, которые нам не нужны. Поэтому с субличностью или с внутренним ребенком стоит только пообщаться, объяснить по-человечески, что, дружок, спасибо, что был, да, ты защищал, но ситуация поменялась. Давай мы сейчас сделаем так, чтобы и тебе было хорошо, и мне. Стоит только это отпустить с благодарностью и теплом. Наше подсознание понимает: все понятно, там нет триггера, больше нас туда не отвлекает, запускаю исцеление. Пятая техника из системы без ограничений — арт-техника. Как арт-коуч, конечно же, девчонки, я вам предлагаю арт-технику. Самое главное, что дает, у нас еще как у первобытных, язычников тоже сохранилось отношение к тому, что мы не видим, как к чему-то мистическому, тому, что оно само нами управляет. И поэтому, когда наши убеждения переносим на лист, физическую реальность, придаем вот этому убеждению, которое невидимо как-то нами управляет, мы его конкретный четкий образ формируем, вырисовываем для себя, сознание переключается. Из какого-то мистического управляющего нами это превращается в обычную кляксу. И тем, что мы видим, что имеет физические очертания, тем наше сознание, оно знает, как с этим работать, как этим управлять. Самое главное — управлять. То есть теперь не вот этот мифический, мистический образ управляет нами, а мы видим, кто это вообще. Теперь мы можем управлять им. Это главный плюс арт-техники. И здесь работа на уровне сознания, когда мы показываем, что вот смотри, было убеждение, вот его форма, а теперь мы его линиями растворили, и оно потерялось, его больше нет. И это уже задачка для нашего подсознания — запустить процесс исцеления. Потому что сознание увидело, что было, а теперь нету. А почему нету? Потому что исцелилось. Поэтому подсознание, ну-ка, давай исцеляй. Ну и, конечно же, в процессе этой арт-техники вы усиливаете, мало того, что вспоминаете, еще и опять же переносите физическую реальность через ощутимую физическую форму, ваше новое убеждение и подтверждение этого убеждения. То есть еще больше усиливаете тот фокус, который прорабатывали в инсайт-листе. Здесь вы просто выписали подтверждение,
А в процессе арт-техники вы еще все это прорисовали, зарядили эмоциями и нужным цветом подсветили. Получается, мало того, что растворили старое убеждение, так еще и больше сформировали, усилили фокус на новом убеждении. Конечно, сама по себе арт-техника проблему не решит. Если вы после нее, прорисовав все это, будете снова продолжать крутить свои старые негативные убеждения о себе, которые вам мешают, опять же, будете ходить по той большой, толстой, проторенной дорожке. Задача, повторюсь, много раз буду повторять, задача смещать фокус мягко, бережно, с любовью к себе, переводить фокус на новые убеждения, искать подтверждение именно этого нового, позитивного, расширяющего убеждения каждый день в своей реальности. На примере себя, на примере других людей. Главное, чтобы постоянно думать по-новому. Механизм простой. Как только поймали, что опять подумала по-старому. Мягко переводите свое внимание на новое убеждение, на его формулировку. Можете говорить аффирмации. Вспоминать случаи из прошлого, когда старое убеждение вообще-то не работало. Оно было неверным. Усилием воли повышать свои вибрации. Как это делать? Я думаю, у нас будет отдельный интенсив в клубе, попозже договоримся, проголосуем, как обычно. И повторюсь еще раз, главная задача постоянно держать фокус на новой мысли. Только отследили старую, они будут выскакивать. Даже после общения с субличностью периодически будут проскакивать. Ваша задача вспомнить, кто стоит за этой мыслью, почему и кто в нее верит. Есть в вашей части еще та часть психики, которая держится за это убеждение. И мягко переводить фокус на новое. И 6-й пункт – как изменить свои ограничивающие убеждения. Пункт бонусный, всем доступный. Он просил у нашего окружения. Да, мы среднее статистическое того, кто нас окружает. Уже сколько раз это доказывали даже на примере зарплаты. Посчитайте свой доход, и выяснится, что ваш доход – это среднее значение от дохода всего вашего близкого окружения. Здесь у нас работает эффект соленого огурца, потому что если свежий огурец поместить в рассол к соленым, он тоже промаринуется, напитается этим же рассолом и станет таким же, как все соленые огурцы, куда их там поместили. И с убеждениями это работает так, как один в поле не воин. Даже если вы решили встать на новый путь жизни, с новым убеждением, с новыми целями, но вы один в поле, это как лист А4, который, когда он один, легко порвать. А когда вы возьмете пачку Снегурочки, ее не разорвешь. Потому что убеждение одного против убеждения толпы, это один в поле, который вообще не воин. Поэтому, если хотите внедрять новые убеждения, нужно поработать и со своим окружением, посмотреть, кто его поддерживает, а кто нет. И хотя бы на время отдалиться от тех, кто будет вам настаивать, внедрять, ходить по той проторенной дорожке старого убеждения и подтверждать его. Ваша задача от них отдалиться и желательно преобразовать, трансформировать свое окружение, чтобы в нем стало больше людей, которые поддерживают ваши новые убеждения. Здесь у каждого из нас есть возможность выбрать тот рассол, в котором мы хотим промариноваться. Поэтому главная задача здесь просто поместить себя к тем огурцам, на которых мы хотим быть похожими. Перенять их убеждения, их верования, их мысли, их стратегии. Всем этим зарядиться, напитаться и стать таким же огурцом. И все, друзья. Мне кажется, все, что я хотела сказать, я сказала. Если что-то забыла, то сниму еще одно видео. Если было полезно, конечно же, ставьте мне лайк. Мне это будет мало того, что приятно, еще и будет для меня знаком о том, что вам полезны и интересны такие видео, надо их снимать еще больше. Для меня ваша позитивная реакция – это знак о том, что нужно продолжать еще больше делиться полезными ценными видео, моими знаниями и опытом. И желаю всем легких, комфортных и быстрых трансформаций. Меняйте свои убеждения и скоро окажетесь в новой желаемой реальности. Всем пока-пока.